Всех приветствую. Биткоин послушно сходил в отмеченные нами зоны, не дошел до уровня сопротивления и потихоньку начался откуп. Что у нас сейчас по структуре? По структуре у нас сейчас завершена волна С, АБЦ завершено, разворота пока нет, но как раз таки на данных уровнях я бы присматривался к подтверждающим факторам, которые будут подтверждать разворот. Что у нас здесь из хорошего? Объемы вышли больше, чем предыдущие, то есть рост более предпочтителен. Дивер у нас здесь на лонг, зоны посетили, отработали волну С. Сейчас нужно ждать заходной импульс, на откате брать и вперед наверх. Кто более рисковый, можете их брать хоть сейчас, альты подбирать, потому что доминация биткоина все слабее и слабее, и альты, скорее всего, лучше покажут себя, чем биткоин. Сейчас же по прогнозу у нас именно движение наверх. Вероятность этого намного выше, чем вниз. По ходу движения разберемся, что это будет из себя представлять, очередная какая-то коррекция, либо уже будет заходной импульс для того, чтобы обновить хаи. Это будет видно в последующем. По биткоину прогноз, то что с данных уровней мы развернемся наверх. Давайте глянем. Эфириум. Эфириум также по прогнозу был поход вниз. Здесь все красиво отработало. 3 волны вниз – это коррекционный формат движения. Значит, мы пойдем дальше наверх. Если глянуть на часовики, то мы здесь видим дивер на лонг. Это значит, тоже у нас вероятность пойти наверх намного выше, чем вниз. Здесь тоже следует ждать какой-то заходной импульс, на откате брать, пока этого импульса заходного нет, поэтому будьте осторожными. Если здесь будете покупать, то стоп обязательно ставим. Если же у вас стратегия на усреднение, то, естественно, оставляйте деньги для закупа пониже. Здесь пока подтверждающего заходного нет, но скользяшкой здесь, расчетную зону посетили, пошли неплохие объемы, 3 волны вниз говорит о коррекции, значит продолжение движения в приоритете. Здесь также в приоритете лонг. Что у нас по риплу? По риплу проторговываемся возле уровня поддержки и сопротивления, смотря выше или ниже него мы находимся, и у нас здесь пошли немного повыше объемы. Если продолжится такая же тенденция с повышением объемов, то это будет говорить о том, что мы будем развивать третью волну. Пока у нас здесь коррекция приобретает форму треугольника, если все альты пойдут наверх, то Ripple, конечно же, вряд ли, мне кажется, будет ползти вниз, если только какие-нибудь плохие новости там с судом выйдут. А пока выглядит это все как треугольная вот такая коррекция, из которой нужно ждать выстрел вниз или вверх. Вверх, конечно, более приоритетный вариант. Но здесь нужно наблюдать, здесь пока подтверждения нет. Здесь все еще продолжается коррекция по Ripple. Опять-таки, вот 2 варианта я удалил, но они все еще могут отыграть. Можем и вниз спуститься, и наверх пойти. Пока очевидный вариант с треугольником. Треугольник — это, еще раз напоминаю, предпоследняя волна старшего порядка. А мы как раз и дожидаемся 5-ю волну. То есть выстрел из треугольника будет являться 5-й волной. Давайте попробуем промерить, куда она у нас может дойти. Если, например, предположить, что волна Е не добила до грани и завершилась здесь, то вот она, зона 5-й волны. Пока заоблачных целей по Риплу не видно. Ближайшая зона, вот данные цены. Так, теперь монеты у нас по просьбам подписчиков. Это первый у нас Dent. По Dent новенького особо сказать нечего, потому что мы продолжаем корректироваться. И уровни у нас, конечно же, очень хорошие для закупа. Перспектива у них как минимум сходить вот сюда на предыдущие хаи, поэтому кому интересен Dent, мониторьте, присмотритесь. Зона расчетная у него вот здесь, можем то есть еще разок вниз сходить и наверх полететь, но так как здесь были тени, вполне возможно, что дно уже было вот здесь. Тем более, если мы сейчас, давайте посмотрим на часовике. Здесь, конечно, у нас 3 волны пока, это коррекционная структура, но если мы ее трансформируем в 5-волновку, то вполне сойдет за заходной импульс. Пока же это без подтверждения на лонг. Прогноз здесь также наверх, но либо отсюда, либо с небольшим забросом вниз, но тоже наверх. Еще несколько монет глянем. Что у нас просили? Litecoin. По лайткоину у нас старые разволновки, но вот, можно сказать, волна пришла в отмеченную зону. И давайте пока все это дело уберем. Предыдущий прогноз отработал. Что у нас здесь видно? Если смотреть на месяцы, объемы неплохие. Структура видна как 1-2. Сейчас мы находимся в 3-й волне. На недельках это все подтверждается. На дневках также все прекрасно видно. Очень повышенные объемы. Индикатор прет наверх. Litecoin еще не все сказал
в своем росте. Пока здесь смотрится вот такая структура, как 1, 2, 3, 4, 5. Давайте посмотрим поближе, что у нас здесь дальше. Ну, здесь индикатор все прет вверх, но объемы уже пониже. Вполне вероятно, здесь завершилась третья волна, так как объемы все-таки ниже. Сейчас мы находимся в четвертой волне, где ее зона сейчас отметим. Вот здесь ее расчетная зона, и мы как раз вот ее коснулись. Вот она. Коснулись расчетной зоны. И если смотреть по структуре, то здесь можно найти три волны, как А, Б, С. Вполне вероятно, что коррекция у нас завершилась. Опять-таки, подтверждения этому пока нет. Разворота пока мы не видим. То есть мы прошили вот эту скользяшку и начали ее неплохо откупать. Объемы появились, дивер у нас здесь есть. Лайт пока также смотрится неплохо на продолжение роста. Цели у него, естественно, первые это предыдущие хаи, но при подтверждении разворота цели перепроверим, и они наверняка будут еще выше. Пока вот такой прогноз, также в приоритете лонг при подтверждении разворота и нащупывании дна. Так, смотрим еще какие монеты. DOT, Polkadot, что у нас здесь на предыдущем прогнозе. Также все выглядело лонгово, и мы также шли все наверх. Здесь выскочили новые объемы, то есть предыдущие у нас прогнозы все отыграли. И давайте обновим ситуацию, что у нас сейчас видно здесь на графике. Смотрим, как всегда, с месяца. Месяц у нас объемы пониженные, кстати. Объемы пониженные. Это не очень хорошо. Это говорит о затухающем движении. И если мы не увидим объемов получше, то это может затянуться и пойти вниз. Если рассматривать ее как монету для входа, я бы пока ее отложил до подтверждающих каких-то факторов. Если смотреть какое-то локальное движение, то здесь три волны вниз, как коррекция прошла. И сейчас у нас выглядит это вот как такой вот импульс. Даже скорее вот здесь была какая-то у нас волна 1. Давайте посмотрим поближе. 1, 2. Здесь мы понеслись в тройке. Сейчас наверняка мы находимся в четверке, как и по всем монетам. И еще у нас может ожидать пятая волна. То, что это третья волна, у нас подтверждает повышенные объемы. Здесь выше, здесь выше. И также отскакиваем от скользяшки вот этой. DOT не очень хорошо выглядит, но, как мы знаем, крипта умеет ломать все индикаторы и структуры. Поэтому для входа я бы не рассматривал. Полно других монет, которые более красиво стоят на более лучшую перспективу. Но что делать именно вам, решать только вам. Пока Polkadot не очень хорошо выглядит, и поэтому он может... И здесь вот потому что на импульс очень хорошо похоже. Давайте отмечу, что здесь Polkadot может как и пятую волну нарисовать, так и в принципе уже пойти на более серьезную коррекцию. Здесь всем любимый прогноз то ли вверх, то ли вниз. Потому что нет объемов. Будут объемы, естественно, ситуация изменится. Давайте глянем Dash. По Dash у нас вот здесь вот то произошло. И здесь предполагалось, что будет усложнение коррекции, но этого не случилось. И коррекция, как изначально предполагалось, завершилась здесь. Ну да, в принципе, здесь даже отмечено, что получили заходной. Здесь было бы неплохо купить. И летим наверх. Так, мы и полетели. И дошли до предыдущих хаев. Немного их даже перебили. Все выглядит красиво. Давайте это все дело удалим. Посмотрим, что у нас здесь сейчас происходит. Вот здесь красиво. Объемы есть, но свечи. Свечи пока у нас с большими тенями сверху. Что здесь видно? По структуре очень похоже на как по лайткоину. Правда, здесь дно пробили, поэтому первая волна будет считаться вот отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас пониженные объемы, снижение индикатора. По дэшу пока это не очень хорошо выглядит. Сейчас посмотрю недельку. На недельках тоже вниз собирается. Дэш вот сюда бы сходить, вот в эту проторговку. Было бы хорошо. Пока это выглядит вот так, как завершенный импульс выглядит. А это значит, что ему нужно скорректироваться. Зона коррекции данного импульса находится вот здесь. Ну, в принципе, мы ее уже посетили. Сейчас посмотрю по структуре. Но вот это тоже. Это у нас не импульс. Так, а если вот здесь вот завершился импульс? Ну, вот здесь может быть вот такая история, что у нас здесь уже все скорректировалось. Давайте покажу. Здесь очень похоже вот на такую историю, что это была волна 1, волна 2, и сейчас мы пойдем дальше. Это была волна 1 третьей волны. То есть для подтверждения того, что здесь третья волна, нам нужен очень дикий, крутой рост на очень повышенных объемах. Что касается покупок, то стоп вот сюда,
И здесь можно при подтверждении разворота искать точку входа. Здесь, когда будет заходной импульс, берем и с расчетом наверх. Наверх это куда? Если у нас это был действительно завершенный импульс в рамках волны 1, то волна 3 может полететь очень высоко. Так, давайте прикинем. Вот расчетная зона третьей волны, потом четвертая, потом пятая. То есть вполне еще можно на 150% здесь получить по дэшу. Неплохо выглядит, но подтверждающих объемов для третьей волны пока нет, чисто по структуре и по индикатору смотрю. Вот такой прогноз по дэшу. Что-то еще хотел глянуть? Нет. Ну, в принципе, достаточно на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!